Как управлять своими финансами в случае форс-мажорных обстоятельств? Например, деньги на операцию, природные катаклизмы, когда весь ритм твоей деятельности нарушается, рушится привычный правильный финансовый уклад. Как быть? Мы, какие бы мы ни были талантливые, способные, прекрасные, проницательные, прозорливые, мы не можем предсказать все. Мы не можем контролировать все. Я думаю, что события последних лет, ковид, война, катастрофы, землетрясения, ураганы, нас научили этому. Даже если мы до этого думали, что мы живем в каком-то прекрасном, стабильном, прогнозируемом мире, где всегда есть кто-то, кто о нас позаботится, какое-то правительство нас защитит там, и так далее. Я думаю, что последние годы уже развеяли остатки этих сомнений. Я думаю, что последние годы всем нам сказали, что какой бы ты ни был охренительно умный, ты не сможешь предусмотреть всего. Что же в этом... То есть я просто хочу сказать, что форс-мажорные обстоятельства стали в каком-то смысле нормой жизни. И я живу, например, в самой прекрасной, как я считаю, стране в мире, в Соединенных Штатах, в которой есть правосудие, в которой есть социальная защищенность, в которой не будет никогда войны на территории Соединенных Штатов в ближайшем обозримом будущем. В регионе, который относительно неплохо защищен от природных катастроф, но значит ли, что со мной не могут произойти никакие форс-мажорные обстоятельства? Да, я прекрасно вожу машину, я прекрасно вожу мотоцикл, я довольно профессионален в этом. Но на дороге полно наркоманов и сумасшедших. Это бывает. Понимаете, но ураганы время от времени прилетают, и это бывает. Банки, финансовые организации банкротятся, и иногда кто-то безумный на нас подает в суд и создает нам сложности. То есть никто из нас не защищен от форс-мажорных обстоятельств. Я бы предлагал относиться к форс-мажорным обстоятельствам как к обычной составляющей жизни. Потому что делает форс-мажорные обстоятельства больными, болезненными, трагичными? Только одна вещь – мы к ним не подготовлены. Точно так же, как многие компании были не подготовлены к ковиду. Закрылись двери. Все. У нас нет никаких денежных резервов, никаких ресурсов, никаких накоплений, никакого плана «Б», бац. И большинство вылетело из бизнеса, таких компаний. Поэтому единственный способ, как выживать в этом мире, это иметь резервы. Денежные резервы. И я сторонник того, чтобы всегда иметь денежные резервы. Это относится к бизнесу. У меня в бизнесе всегда есть денежные резервы. Это относится к моей личной жизни. У меня лично всегда есть денежные резервы. Что такое денежные резервы? Это деньги, которые ты не инвестируешь, которые ты ни на что не тратишь, которые есть просто в виде денег, кэша. Похоже, вы нашли мой тайник. На что ты их копишь? Ни на что конкретное. Просто прячу их тут на черный день. Я эти деньги, например, храню на сберегательных счетах. Сберегательные счета в Америке застрахованы на 250 тысяч долларов каждый счет. Проценты по ним начисляют просто смехотворные. Да, инфляция эти деньги сжирает, что, в общем-то, нормально. Но при этом я все время эти денежные резервы пополняю. Поэтому единственный способ... и при этом возникает вопрос, а где их взять? Их нужно накапливать. Те денежные резервы, которые у меня лично есть, я накапливал в течение многих-многих лет, откладывая определенную часть своего дохода в денежные резервы. И не трогая их. И все. Очень простой секрет. Проходят годы, у тебя подушка безопасности, которая позволит тебе прожить. На сегодняшний день, я думаю... мои денежные резервы таковы, что я могу прожить, наверное, не работая и не получая никакого дохода, наверное, лет 5 точно. Легко. Не особо снижая свой уровень жизни. У компании денежные резервы меньше. Она сможет прожить, скажем, несколько месяцев, не получая никакого дохода, просто за счет денежных резервов. И при этом, конечно, ей надо будет успеть перестроиться, чтобы перевести сотрудников, нанять, уволить, изменить продукты и все такое. Нужно иметь денежный резерв. Я понимаю, что я сейчас говорю как какой-то капитан очевидность. Да? Если у него не было резервов, он попал в такую тяжелую ситуацию какую-то, и денег нет, ничего нет. Что бы я в этом случае делал, попав в ситуацию без денег, без денежных резервов? Первое, я бы занял деньги, но для того, чтобы, например, близкий человек заболел,
и надо сделать какую-то операцию и так далее, я бы занял деньги, я бы это сделал, а потом долгое время их отдавал, ну, если это большая сумма. И я знаю, среди моих знакомых есть такой человек, например, который заболел раком, и его лечение раком обошлось примерно $500 тысяч в Америке. У него не было страховки, потому что он переходил с одной страховки на другую и делал это неумело, неправильно. И у него был месяц, когда он не был застрахован, и в этот месяц у него диагностировали рак. $500 тысяч. У него не было денег, он занимал денег, где только мог. И потом несколько лет, слава богу, он выжил, выздоровел, и потом, слава богу, он как бы отдавал и продолжает отдавать эти деньги. Это то, что происходит с людьми, которые попали в форс-мажорные обстоятельства, но это очень непросто в форс-мажорных обстоятельствах занимать деньги. Поэтому лучше всего все-таки создавать денежные резервы. Начните прямо сегодня откладывать. Неважно, какой у вас доход сегодня. Ну, решите, какой процент дохода своего вы можете откладывать в денежные резервы. Вот я могу вам сказать, что есть прекрасная книга, очень простая, такая детская, «Самый богатый человек в Вавилоне». И такая художественная, поэтически написанная книга о финансах. Там есть очень простая идея. 10%, когда ты откладываешь 10% своего дохода на резервы, и не трогаешь эти деньги, твой уровень жизни не меняется от этого. Ты даже не заметишь, на самом деле. Это не скажется на своем уровне жизни. Но через какое-то время, через несколько лет, у тебя будет приличная сумма денег, которая поможет тебе пережить вот такие форс-мажорные обстоятельства.